Всем привет! Благодаря вашей активности начинаем новую рубрику. 3 лучших блюда одной из стран мира. Сегодня Перу. Перу впечатляет не только Мачу-Пикчу, таинственными линиями в пустыне Наска, радужными горами и джунглями Амазонки, но еще и своей кухней. Это смесь инкских, японских, китайских и европейских кулинарных традиций. Начнем с рецепта запеченных ребрышек под апельсиново-пряной глазурью. Свиные ребрышки от шеф-повара и посла перуанской кухни Гастона Акурио получаются сочными и тающими во рту. Сначала приготовим маринад для мяса. Берем 3 литра воды и добавляем 4 чайных ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки зиры и все перемешиваем. Берем 2 килограмма свиных ребрышек. Лишний жир с внешней стороны мяса лучше обрезать. Теперь погружаем его в раствор. От чеснока отделяем 3 зубчика, чистим, измельчаем и добавляем в маринад с мясом. Еще раз все перемешиваем и оставляем мариноваться на 3-4 часа. Переходим к соусу для ребрышек. Нам понадобится 2-3 апельсина. Катаем апельсин и выжимаем сок. Далее процеживаем через сито от мякоти и косточек. Нарезаем острый зеленый перец. Если не любите острую пищу, то этот момент лучше пропустить. В апельсиновый сок добавляем 2 чайных ложки зиры, острый перец, 4 столовые ложки водки, 3-4 столовых ложки винного уксуса или сухого вина и 4 чайные ложки томатной пасты. Все тщательно перемешиваем. Добавляем черный молотый перец. Переливаем соус в сотейник и варим на среднем огне 5 минут с момента закипания. Даем соусу настояться 30 минут. Пришло время достать мясо из маринада и тщательно его промыть. Промакиваем мясо бумажными полотенцами, убирая ненужную влагу. Наливаем в сковородку немного растительного масла и слегка поджариваем с 2 сторон, запечатывая соки в мясе. В форму для запекания кладем мясо и добавляем чашку воды. Запекаем в духовке 2,5 часа, сначала 1,5 часа при температуре 180 градусов, а затем увеличиваем до 220. Вытягиваем ребрышки из духовки, перекладываем их на сковородку и заливаем соусом. Жарим мясо до глазированной корочки, часто поливая в течение 5-8 минут. Видите, мясо стало очень красивым. И как бы нам хотелось, чтобы вы ощутили его потрясающий аромат. Ребрышки готовы. Подаем их с микрозеленью и кукурузой. Помимо того, что мясо невероятно красивое, оно еще и безумно вкусное, мягкое и сочное. Гастон, я только села на диету, а тут ваш рецепт с этими невероятно соблазнительными ребрышками. К черту диету! Начну с завтрашнего дня. Рекомендуем приготовить свиные ребрышки по рецепту от отца современной перуанской кухни Гастона Акурио. Теперь приготовим самое популярное народное блюдо Перу – антикучос. Это шашлык из телячьего сердца. Мы, например, никогда не делали шашлыки из сердца, а вы? Пришло время попробовать. В первую очередь сделаем маринад. Берем 125 мл сухого вина или винного уксуса, 1 острый перчик и у нас осталось еще немного зеленого. Нарезаем и кладем его в уксус. Чистим 3 зубчика чеснока, придавливаем их ножом и мелко дробим. Высыпаем чеснок в маринад и добавляем 1 столовую ложку красной паприки. Берем 1 столовую ложку кумина и толчем. Перетертую зиру отправляем в маринад. Солим, перчим. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Берем сердце, у нас чуть больше килограмма, и разрезаем его сначала пополам, а затем на более мелкие кусочки. Отделяем все ненужное и оставляем только красивое мясо. Все ненужное пойдет нашим питомцам, они уже ждут.
Отправляем мясо в маринад. Накрываем крышкой и тщательно перемешиваем. Затем оставляем в холодильнике на несколько часов. В идеале на ночь, чтобы мясо хорошо пропиталось соками. К антикучос подает салат. 1 сладкий перец нарезаем кубиками. Затем шинкуем красный острый перец. Количество остроты контролируйте самостоятельно, в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Нарезаем несколько стеблей зеленого лука и отправляем к перцу. Берем 1 лайм, катаем его по столу, чтобы легче было выдавить сок. Его можно заменить лимоном. Солим, приправляем смесью перцев, вливаем столовую ложку растительного масла и перемешиваем. Перед тем, как нанизать кусочки сердца на шпажки, их стоит помыть в воде. Если делаете антикучос на деревянных шпажках, то замочите их в воде на 15-20 минут. Питательность и вкус простого андского блюда еще сильнее раскрывается при приготовлении над живым огнем. Берем антикучос и равномерно распределяем шампуры на мангале. Угли должны быть очень горячими, так как мясо жарится всего 5 минут с двух сторон до средней прожарки. На подушку из зеленого лука помещаем антикучос и подаем вместе с отварным бататом или картофелем и острым салатом из перцев. Шашлыком наслаждаемся с пылу с жару, пока он не потерял своего очарования и вкуса. Обязательно попробуйте перуанский шашлык, он вас точно не оставит равнодушными. Третий рецепт у нас получился достойно только со второй попытки. И то только после того, как пересмотрели, перевели кучу материала с испанского и проконсультировались с подругой, которая уже много лет работает с дрожжевым тестом. Итак, пикаронес для любителей сладостей. Это кольца, похожие на пончики. Делаются они из батата, то есть сладкого картофеля и тыквы. Если не найдете батат, то полностью замените его тыквой. Итак, берем 750 грамм батата и 1 килограмм тыквы. Чистим, нарезаем на кусочки и варим овощи 30 минут. Добавляем к ним палочку корицы и анис. Сливаем бульон и пюрируем овощи. В идеале, чтобы не было комочков. Для начала распустим дрожжи. Берем щепотку сахара и 10 грамм сухих дрожжей. Это приблизительно 2 чайные ложки с горкой. 50 мл овощного навара температурой 38 градусов. Не перемешивая, накрываем пленкой и ждем 15 минут. Теперь берем 250 мл бульона, высыпаем 60 грамм сахара, добавляем 800 грамм готового пюре и выливаем распустившиеся дрожжи. Перемешиваем все компоненты. В несколько этапов добавляем 650 грамм просеянной пшеничной муки. Сначала замешиваем лопаткой, а потом можно миксером на минимальной скорости. Если у вас есть семена аниса, то добавьте 2 столовые ложки. Накрываем тарелку пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5-2 часа. Как только тесто увеличится вдвое, массируем его руками минут 5. Оно получается достаточно жидким, чуть гуще, чем на оладьи. Накрываем пищевой пленкой и вновь отправляем в теплое место на 1,5-2 часа. В нашем неудачном варианте мы пропустили этот этап, поэтому дрожжи полностью не распустились и дали тесту характерный запах. Через 2 часа тесто должно выглядеть вот так. Идем дальше. Вливаем растительное масло в сковородку и хорошо ее разогреваем. Это нужно для того, чтобы пончики вобрали в себя жир по минимуму. А теперь самое сложное. Из липкого теста надо сделать колечко. И обязательно без муки, иначе тесто потеряет свою воздушность. Руки смачиваем в подсоленной воде. В 1 чашку воды добавляем 1 столовую ложку соли и размешиваем. Набираем небольшое количество теста, большим пальцем проделываем дырку и кладем в раскаленное масло. Отверстие увеличиваем с помощью деревянной палочки. И вращаем кольцо. Жарим 10-15 секунд с 2 сторон. И складываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Через пару пончиков появляется нужный навык, и дело идет быстрее. Пикаронес – это народное блюдо в Перу, которое подают с апельсиновым сиропом или медом. Они отличаются от привычных нам пончиков. Здесь текстура более влажная, нежная и мягкая. Ребята, стоит ли продолжать эту рубрику? И если да, то рецепты какой страны вы хотели бы увидеть в следующий раз? Делитесь своими впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Кстати, Андрей уже придумал оригинальное блюдо, но я удержусь и не буду спойлерить. Смотрите его новую идею на следующей неделе. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!